такую тему. Недавно приобрел автомобиль Nissan X-Trail. Машину покупал не новую, а в автосалоне, сданную по трейд-ину. И при осмотре автомобиля на тест-драйве, так сказать, понял, что у нее что-то протяжно, так противно скрипит, воет при вращении руля. Менеджер, который показывал автомобиль, тоже ничего внятного сказать не мог. Единственное, что сказал, что слышал такой же скрип на каком-то из Кашкаев. Я уже начал сомневаться, стоит ли покупать этот автомобиль. Но так как вроде претензий-то больше по автомобилю не было, начал гуглить, что это такое может быть вообще. Оказалось, все довольно просто. Проблема часто встречающаяся, распространенная. С ней сталкивается практически каждый владелец X-Trail, Кашкаев. Виной всему пыльник рулевого вала. Пыльник находится между салоном и моторным отсеком. Территориально это под педалью тормоза. Там находится лючок, закрывающий этот пыльник, пластиковый. Лючок притянут двумя пластиковыми винтами. И чтобы до него добраться, до этого пыльника, нужно снять этот лючок. Шлицевой отверткой выкручиваем эти винты, снимаем лючок и получаем доступ к пыльнику. Почему скрипит этот пыльник? Да черт его знает, почему вот он скрипит. Я думаю, вот из-за своего расположения. То, что снег, вода с обуви попадает на этот пыльник, заводская смазка постепенно вытирается, смывается, и появляется вот этот вот скрип. Скрип сухой резины об металл. Как эта проблема лечится? Ну, пробуют по-разному. Начал читать, кто-то пытается забрызгивать этот пыльник ВДшкой, силиконовой смазкой. Но говорят, что это вроде как ненадолго. Через неделю, 2-3 скрип появляется. Есть более кардинальный способ. Над этим пыльником находится шлицевое соединение. Головкой на 16 откручиваем болт, удерживающий это соединение. Расцепляем его, потянув рулевой вал наверх. И после этого можно этот пыльник снять. Вот так вот я и поступил. Снял этот пыльник, смазал литовым внутреннюю часть пыльника, где он трется об рулевой вал. Но вот с установкой обратно возникли некоторые сложности. Пыльник вставляешь с одной стороны, с другой стороны он пытается выскочить из посадочного места. То есть нужна некая сноровка. Но минут через 10-15 там у меня все-таки вышел, все поставил. Сейчас ничего не скрипит, все хорошо. Почему я вспомнил про это? Блуждая по просторам большого китайского сайта, попался мне на глаза вот такой вот кожух. Этот кожух как раз устанавливается сверху на лючок и выполняет сразу две функции. Одна эстетическая, закрывает он собой рулевой вал, не видно вот этой вот железки. И практически то, что в какой-то степени он препятствует попаданию снега, воды на этот пыльник. Заказал, получил, пришел этот кожух. В комплекте 2 гаечки, под ключ на 13. Для чего эти гаечки? У кожуха 4 уха крепления. Нижние 2 уха это как раз вот под пластиковые винты, которые крепят лючок. А под верхние уши на кузове есть 2 шпильки. И вот этими гайками как раз притягиваем 2 верхних крепления. Вот сразу напрашивается вопрос. Если Nissan предусмотрел установку этого кожуха, почему его не поставили на российском сборочном предприятии? Видимо, какая-то экономия, похоже. И вот я решил, что если все равно я туда полезу, буду все разбирать, то надо бы как-то получше все это дело смазать. И для этого приобрел баллончик с литьевой смазкой. Это тот же самый литол, только в аэрозольной форме, чтобы не снимать этот пыльник, а попробовать все так пожирнее забрызгать издалека, так скажем. На смазке написано, что трудно смывается водой, но посмотрим, что из этого получится. Ну, в общем, все смазал я там.
Установил этот кожух, выглядит довольно неплохо. Надеюсь, все свои функции выполнять он будет. И больше мне не придется сюда возвращаться. Ну, на этом все. Всем удачи, всем пока.